Так, короче, это ж вчера я взял машину для того, чтобы перевезти вещи. Вот тут она меня подождала. Сейчас она меня еще подождет, потому что машина будет для перевозки. О, какое яркое солнце, и с самого-самого утра. Я сейчас пойду и подпишу контракт по поводу жилья. Так, ну потихонечку уже собираем вещи, потихоньку из бейсмента я достаю сюда. Так, с работы я взял вот такой вот хороший добротный трак. Сюда по-любому все поместится. Сейчас потихонечку уже буду его подгонять. Вот сюда буду подгонять, потому что с той части гаража необходимо будет еще забрать. А до Вити Хорошо. Вот он, говоришь, получается, с ним поеду. Нет. Бачу, ну да. Смешно. И Ирландия, нет, не Ирландия. Ну, короче, ми от кожен раз, як сюди йдемо, це вони от починають. Что, влево, да? Прямо, выключайтесь. Привет. Мы выпали на 2 месяца. За это время мы уже съехали от хостов и переехали на другое жилье. Мы с него будем скоро съезжать. Это наше временное жилье. И буквально скоро мы будем переезжать на жилье на долгосрочную аренду. Это балкон такой, он достаточно большой, мы на него не выходим. Единственное, я когда по телефону разговариваю, сажусь на это кресло, потому что очень связь хорошо ловит. Так мы на него вообще не выходим. Вот такой вид. Очень шумно, реально очень шумно. Постоянно пожарные, скорые, полиция. Очень шумно. Я закрыла шторки, потому что на той крыше проводятся какие-то работы, и, соответственно, мы просто на виду. Вот такой тут уголочек, телевизор. Телевизор тут сам не работает в том плане, что тут нету там какого-то кабеля или еще чего-то, поэтому мы просто выводим видео с нашего ноутбука через HDMI кабель. Дальше тут есть такая зона, тут цветочки, тут еще есть живой цветочек. Вадим, не роби так, будь ласка. Вадюня. Хозяйка не говорила поливать цветы, не поливать, но я обрезала и поливаю, потому что им уже была беда, реально, они были опущены и завявшие. Вот так, что, зайчик? Вот такой уголочек, это с игрушками, матрас это наш, от нашей кровати мы это все будем перевозить. Вот так вот выглядит островочек. Духовка, микроволновка, вытяжка, мойка, островочек, посудомойка. Кофемашина, кофемашина наша, это все, это было здесь. Квартира сдается с мебелью. Холодильник большой. Вот так вот моечка выглядит. Это мыло, это осмос, то есть сразу питьевая водичка есть. Так вот отсюда выглядит эта зона. Можно вот света побольше включать. Микроволновка, вытяжка, ну, я бы не сказала, что это вытяжка, она вытягивает и вытягивает сразу в квартиру. То есть тут такая задумка, что как бы воздух вытягивается, через фильтра чистится, и ты получаешь к себе же, но свежий воздух. Вот уголочек, это вот наша дверь прихожая. Вот этот уголочек, тут наше детское автокресло, обувь, коврик. Вот. Кстати, дверь, сейчас посмотрим, я вам покажу. Дверь здесь по циферкам. То есть у всех тут дверь по ключикам, у нас по циферкам. И мы додумались, что, наверное, так удобнее хозяйке, потому что ты никому не даешь ключ, у тебя просто ты даешь человеку код, и ты этот код в любой момент можешь потом поменять. Вот тут полочки, вот тут столик. Это зимние курточки, мы уже запаковываемся понемногу, потому что нам на днях надо будет переезжать. Это мы сюда коляску детскую пока ставим. Вот, это наша кровать, которую мы будем уже собирать на нашем другом жилье. Это как раз матрасик от нее. Это Queen. Вот, и столик. Дальше. Это наша ванная комната. Вот. Раковина, ну и унитаз, соответственно. И дальше вот еще одна комната, это спальня. Кстати, по стандартам Канады это one bedroom.
По-нашему это двушка, но у них это однокомнатная, потому что спальня отдельная одна, а то как идет гостиная, как так сказать. Вот это наша кровать. Вот это просто строительные доски, ну, палеты или как, я не знаю, придумали так. Вот это кровать, это вентилятор Dyson. Мы когда приехали, хозяйка 350 раз рассказывала про этот Dyson, как она им гордится. Ну ладно, раз так, то и будет. Вот тут вот такое вот окошко, тут сеточка. Ну и тут вот тоже вот такой вот открывается вид. Сразу на балкон, сразу на город. Окна большие. Что хочется еще сказать, то что в этой квартире очень жарко. У нас сейчас 20 какое-то мая, 29, по-моему. Да, у нас 29 мая, и у нас очень жарко, прям очень жарко. Вот здесь у нас есть регулятор, отопление на нуле, но при этом отопление в доме работает. На улице 28-30 градусов, в квартире где-то 36, и оно не выключается. Мы как поняли, отопление в холодных провинциях, оно работает круглый год. Но при этом очень жарко, прям очень. Еще лета нету, но тут очень уже жарко. Вот. Еще раз покажу вид. Тут, кстати, когда сильный ветер, не покажу, там люди работают, тут когда сильный ветер, то там флаги есть, флаг Канады висит и флаг Америки. То они прям очень сильные звуки издают, хлопки, особенно по вечерам. Ну, прям очень громко. Вот. Квартиру мы это сняли на время, нам надо было срочно съехать от хостов. Мы ее сняли на месяц и 10 дней, и вот с 1 июня мы переезжаем на новое жилье. Сейчас очень большие проблемы с жильем. Мы нашли сразу квартиру на 1 июня, но нам надо было срочно найти на вот этот месяц, потому что нам надо было от хостов съезжать. И мы нашли эту. Эта квартира стоит 2200 за месяц, но тут включены все коммунальные услуги, и она идет с фурнитурой. Вот. Но мы заплатили 2900, потому что у нас там больше месяца выходит, там 40 дней у нас 2900, и $500 мы еще сверху заплатили, это депозит, который нам вернется при съезде. Вот. В принципе, эта квартира дорогая, если так, но у нас не было выбора, нам надо было срочно съезжать, поэтому мы потом поедем на другое жилье. Оно будет, конечно, не такое, оно будет поскромнее, но оно будет дешевле. Вот, и, кстати, даже не знаем, там будет one bedroom, two bedroom, вообще без понятия, но нам просто хотя бы куда-то уже заехать на долгосрочную аренду. Островок на самом деле очень классный, мне он так нравится. И самое главное, что тут есть осмос, что не надо покупать воду, фильтра, потому что я читала, что с этим проблемы. Вот. Посуда, тут все было. Вот, сейчас покажу вам. Посуда. Это все здесь было, ну, кроме наших детских тарелочек. Там мусорник. Тут тоже все есть. Вот, это все было. Так, и снизу там еще просто кастрюли есть. Полностью укомплектованы. Походу, пора уже заканчивать. Що, зайка, що ти хочеш? Веде мене кудись. А, тут у него печеньки. Забыла показать. У нас тут еще есть вот такая очень маленькая кладовочка. Вот тут наш телевизор стоит. Швабра, пылесос, какие-то коробки, я не знаю. Вот полочки здесь. Ну, такая узенькая, ну и неплохо поставить пылесос. Кстати, пылесос, вот фирма Shark. Очень крутой пылесос, очень удобный на самом деле. И заряда хватает намного. Надо зарядить аккумулятор, вставить и все, пылесосишь себе всю квартиру. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вон. Ну, как только я вышла, все, люди там уже нет. Это ничего не делают. Хотела сказать, что квартиру сейчас очень трудно найти, потому что очень много спроса на жилье, и как бы это не хотелось говорить, но жилья практически уже нет, потому что здесь больше нацелены на частные дома, и тут очень мало многоквартирных домов, и, соответственно, оно все заселяется.
Мы очень трудно искали жилье, нам и отказывали, либо не отвечали, либо отвечают уже через недели 3-4. И если я найду, у нас есть видео, снятое с телефона, я вставлю сюда несколько наших просмотров. Мы и Беспен смотрели, мы и квартиру смотрели. Если найду, то покажу. Шкафчики есть. Вот. Вот так. Ванная, свет, вытяжка. Вторая комната. Тоже шкаф. Вид с окна у нас. Второй этаж. Балкон. Так. Это балкон. Это